Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Сегодня мы хотим вам показать место, которое можно выбрать для проживания здесь, в Испании, либо для отдыха. Интересное место. Мы, кстати, здесь сами-то бывали, а вам еще на канале не показывали. Место называется Гран-Алакант, находится недалеко от Аликанта, где-то километров 10-12, наверное. Сейчас мы пройдемся, прогуляемся по этому местечку, расскажем вам все преимущества, может быть, какие-то недостатки найдем. Но вкратце хочу сказать, что это место в основном населено, обустроено урбанизациями закрытого типа. В основном здесь можно найти таунхаусы, апартаменты. Как правило, эти урбанизации, то есть эти комплексы с бассейнами, с теннисными кортами могут быть, со спортивными какими-то площадками. Все индивидуально, да, отдельные какие-то домики. Также здесь можно найти детские площадки, магазины. Место уникально тем, что, как я уже сказала, находится рядом с городом Аликанте, туда, в ту сторону. До аэропорта буквально 15-20 минут на автомобиле. Также ходит здесь автобус. 5 минут. Да, 5 минут. Ну и недалеко университет замечательный Аликанте, где множество различных интересных факультетов. А также здесь есть совершенно недалеко британский колледж. Помимо школ. Вот так, дорогие друзья, давайте пройдемся, посмотрим, потому что здесь, я знаю, люди приобретают жилье, и нас спрашивали, вот что выбрать. Да, это, кстати, относится к району Санта-Пола, городу Санта-Пола, который мы вам уже показывали. Я просто предлагаю не болтать на одном месте, а пройтись и посмотреть. Место Гран-Алакант находится на возвышенности. Вот я лично прочитала в открытых источниках, что эта возвышенность составляет около 70 метров. Здесь обрывистые берега есть. Да, здесь есть пляж. Кстати, к пляжу, удобнее, наверное, по нашему опыту перемещаться на автомобиле. В принципе, некоторые одолевают и пешком, смотря сколько идти от пляжа вверх под горочку. Здесь есть пляжи, как я уже сказала. Есть такие скалистые, обрывистые берега. Для кого-то плюс, для кого-то минус, наверное. Но впереди у нас, смотрите, какие шикарные, красивые виды на миллион. Тут уже можно без слов. Посмотрите, какой красивый вид за моей спиной. Море прекрасное, прекрасные виды. Как раз те самые красивые дома с черепичными крышами, те самые урбанизации закрытого типа, где вы можете найти и апартаменты, и таунхаусы. То есть это место, насколько я понимаю, оно подходит для постоянного проживания, для тех, кто любит тишину, уединенность, может быть, такой релакс. И для отдыха тоже шикарно. Но, насколько мне известно, испанцы особо не заселяются здесь. Здесь очень много иностранцев, можно услышать английскую речь и русскоговорящую речь. В общем, здесь такое интернациональное место, почти такое же, как у нас Ариуэла-Коста. Вы видите, что зелень, вы видите, что такое вот оно приятное местечко, наверное, да, сосны, красивые виды. Давайте еще прогуляемся, посмотрим, что здесь есть. Вот недалеко, прямо передо мной детская площадка. Кстати, очень много детей гуляет. Я предлагаю вообще пройтись немножко по улицам. Кто здесь еще не бывал, вы можете посмотреть, оценить для себя. Недалеко находится аэропорт Аликанте. И, в общем-то, это тоже очень удобное, наверное, проживание. Близко очень до Аликанте, до самого города. Торговые центры в наличии. Вот на въезде мы вам покажем чуть позже торговый центр, где различные магазинчики, ресторанчики. Так что, вообще удобно в плане, наверное, постоянного проживания. Вот я сейчас смотрю, мне это какую-то деревеньку напоминает. Плетень такой почти, заборчик, да, зелень. Кстати, дорогие друзья, вот вы можете по центру прямо видеть гора Бенакантиль, на которой находится знаменитая, известная всем, наверное, Санта-Барбара крепость, которую также можно посетить, если вы здесь остановитесь, например, для отдыха, если вы здесь не были. То есть вы можете проехать в Аликанте, погулять по прекрасной набережной, которая, наверное, сейчас еще до сих пор ремонтируется, или уже нет. Не знаешь, Алексей? Не знаю, там вот видно Бенидорм. Отсюда, кстати, да, видно Бенидорм, прекрасное такое побережье, красивое, поэтому, виды действительно здесь шикарные. Мы вот, кстати, в этой точке первый раз, виды здесь красивые. Вот для тех, кто здесь живет, наверное, очень даже классно, такой релакс. И что мне еще нравится, я уже во многих роликах это говорила, мне нравится сам вид, то домостроение, которое было чуть раньше здесь, в Испании, чисто такое испанское, с деревянными ставнями, черепичными крышами, терракотового цвета такие крыши.
больше. Мне кажется, это такая вот аутентичная атмосфера, которая создает определенную такой душевный настрой, наверное, что это именно мы находимся в Испании. Так что уголочки Испании здесь есть вот буквально рядом с нами. Просто стоит немножко гулять, заходить, смотреть. Так что кто будет уже... Вот видите, какие красивые домики Алексей вам сейчас показывает. Кто будет здесь находиться, заедьте, посмотрите просто, ну, как вариант для тех, кто выбирает, наверное, место отдыха или место жительства. Сейчас мы еще немножечко пройдем, посмотрим, покажем вам, что здесь есть. Ну и сами немножко посмотрим поподробнее. Кстати, вот мы проходим, здесь написано «Офисина Муниципаль Гран Алакант». Для тех, кто здесь живет, может быть, подпишите, что это, что там такое, официальное какое-то здание, муниципальное, городское. Хотя он там написано «Аунтамиенто». Ну, я думаю, что здесь администрация какая-то находится. А основная, наверное, все-таки Аунтамиенто находится в городе Санта-Пола. Ну что, справа от меня детская площадка, детей мы показывать не будем, а сзади вот там находится торговый центр. Вы видите, что там отделение банков есть, ББУВ, у них есть новый торговый центр на въезде, чуть позже мы вам покажем. А здесь есть вот разные, наверное, магазинчики какие-то, возможно, аптеки какие-то. То есть еще пройдем, посмотрим, все вам покажем. Кстати, смотрите, какие красивые цветы сейчас цветут. А ведь сейчас сентябрь, дорогие друзья. Гибискус очень красивый. Такое зеленое место, достаточно приятное. С экологической точки зрения, я думаю, здесь тоже очень хорошо, потому что здесь очень много, видите, сосновых, можно сказать, насаждений. Зелень. Летом, конечно, здесь народу больше, потому что туристы. Зимой здесь, конечно, более тихо и спокойно, потому что постоянно, наверное, не проживает полностью весь Гран Алакант, не заселен, поэтому зимой здесь спокойнее. Также можно добраться до города Санта-Пола, так как я сказала, что это район города Санта-Пола, так что можно добраться до этого города. Там тоже достаточно хорошая инфраструктура, много интересного, много полезного, административные здания, магазины, рынок и так далее. Поэтому это тоже очень рядом находится. Ну, смотровые разные места. Здесь есть Фаро, тоже очень интересное место, смотровая красивая площадка. Ну и прочее, то есть места, другие города, до Бенидорма можно добраться, близко, до побережья, там, Виа-Хайоса, Кальпи и так далее. Ну и вообще до нашего крупного города Валенсия, тоже достаточно недалеко. Если ехать по хорошей дороге, по трассе АП-7 можно добраться до Валенсии. Вот. Ну, наверное, основное я вам рассказала. Сейчас мы вам покажем еще торговый комплекс. Там же построен отель, кстати, для тех, кто хочет вот остановиться, может быть, переночевать, транзитом пролетать. Да, перед полетом отдохнуть, тоже как вариант. Все это находится на въезде в Гран Алакант. Сейчас мы вам это покажем. И вот такой он, собственно говоря, обзорчик. Для тех, у кого есть что-то дополнить, кто здесь живет, знает лучше, обязательно пишите свои комментарии, что здесь есть еще такого, что мы вам не показали. Ну, улочки, которые лучами расходятся в разные стороны. Здесь их очень много. Это мы вам показали только небольшую такую часть, такой пятачок. Вот сидят вот бары разные, сидят люди. Мы не будем их показывать, но действительно вот сейчас в сентябре здесь достаточно оживлено. Но в то же время есть такие спокойные места, умиротворенные. Ну, где можно позаниматься спортом на природе, погулять с собачкой. То есть, в общем-то, достаточно так благоустроено, с одной стороны, с другой стороны, так на природе как бы. Ну что, дорогие друзья, вот на выезде из Гран Алаканта есть вот этот торговый центр, который называется Гран Алакант. Что здесь есть? Здесь есть, значит, различные, товары, одежда, прочее. Здесь есть Меркадона, Лидл, Консум. Это из продовольственных магазинов. Сегодня воскресенье, они закрыты. У нас, кстати, Лидл работает в Ориуэлло Коста пока еще. Зимой тоже все закрывается, но в регионе Мурсия работает даже зимой по праздникам магазинчики. Это так, маленький лайфхак. Здесь есть различные кафешки,
различные, можно помыть свой автомобиль, парковка, отель в той стороне, Бургер Кинг, в общем, фастфуд, какие-то ресторанчики, кафе. Ну, вот, пожалуйста, вам вот то, что есть в этом районе Санта-Пола, который называется Гран-Алакант. Я бы сказала, что это городок. Ну, по нашим наблюдениям с Алексеем, вот то, что мы здесь час прогуляли, ну и ранее бывали, все-таки удобно здесь перемещаться на своем автомобиле, либо арендованном, но автомобиле все-таки, потому что, в общем-то, здесь мы не увидели сейчас городского никакого автобуса. Тяжело будет, наверное, если у вас автомобиля нет. И также хотела бы сказать, что бывает очень часто на въезд и выезд вот из этого Гран-Алаканта стоят пробки, особенно на выезд в сторону города Аликанте. Вот, это из маленьких таких особенностей, наверное, я не знаю, минусы это или не минусы, но, во всяком случае, особенности, о которых мы вам тоже вот хотели рассказать. Паровозик ездит, людей развлекают, в принципе, людей очень много, движуха такая здесь, и сейчас у нас хорошая погода. Кстати, не забывайте, друзья, летом покупать шляпки. Шляпки, чтобы беречь свои волосы, не получать теплового удара и вообще быть всегда на пике моды испанской. Друзья, мне кажется, что в Гран-Алаканте это единственный памятник, который сделан из настоящих подков. Если у вас другая информация, обязательно сообщайте. Эта вывеска на испанском языке – это талисман удачи. И сделано, я так понимаю, в 2000 году. А автор у него Хуан Томас Лорет Рейг. Ну что, здесь, дорогие друзья, есть ресторанчик, вы видите, наверху там можно и суши поесть, и все что угодно. Также здесь есть большой экран, можно болеть футбол, смотреть на экране, футбольные игры. Фонтан, но вообще это напоминает, для тех, кто знает, немножечко Лазенью. Торговый комплекс, который находится у нас в Ориуэла Коста. Вот как раз, видите, идет футбол. Можно сидеть, отдыхать, наблюдать. Все кафехи работают в воскресенье. Все сегодня. Надеюсь, что это видео вам, как всегда, полезно и интересно. Обязательно поддерживайте его своими лайками, замечательными комментариями, вопросиками. Для вас по-прежнему Татьяна, Алексей. С любовью и уважением с этого замечательного побережья Коста-Бланка. Всем adios, amigos, nos vemos.